Война и неожиданная рокировка. Как Путин стал полезным идиотом для Лукашенко, а Лукашенко случайным баловнем Запада. Парадоксальность нынешней ситуации заключается в том, что тотально зависимый от Кремля режим Лукашенко в условиях небывалых по своей силе санкций против России и при этом уже фактически названный соагрессором в войне с Украиной, даже в этой ситуации умудряется выходить относительно сухим из воды. Санкции против России за развязанную войну против Украины разрушают ее экономику. Преддефолтное состояние уже зафиксированная реальность для этой страны. ССС – таков ее кредитный рейтинг на сегодня. Фактически Россия уже объявила технический дефолт. Пример – указ Путина о возможности рассчитываться с недружественными странами по долгам в российских рублях, что является грубым нарушением долговых обязательств. Дальше – неизбежный дефолт. Тем не менее, складывающаяся ситуация с санкциями против России, которая с одной стороны ставит под сомнение вероятность дальнейшей кредитной поддержки ею Беларуси, с другой при отсутствии зеркальных санкций в отношении последней создает в Беларуси серую офшорную зону, что дает возможности режиму Лукашенко находиться в гораздо более выгодных условиях, нежели Россия, и активно зарабатывать, в то время как Россия все дальше катится в пропасть. Фактически бывший полезный идиот Путина Лукашенко сейчас меняется с ним местами. И в то время как весь санкционный удар принимает на себя Россия, Беларусь задевает только по касательной. И в этом заключается грубейшая ошибка западных правительств и международных санкционных регуляторов. Неприменение против Беларуси санкций, идентичных тем, что уже приняты против России, создает для Лукашенко крайне выгодную ситуацию. Он по-прежнему предоставляет России свою территорию для осуществления военных действий против Украины и тем самым расплачивается по своим прежним долгам перед Кремлем и параллельно сохраняет возможности держаться на плаву, зарабатывая на статусе офшора. Проще говоря, по совершенно необъяснимым причинам сегодня уже даже не Кремль, а именно Запад сохраняет Лукашенко у власти, несмотря на то, что считает его соагрессором в войне против Украины, и тем самым сохраняет Кремлю плацдарм для продолжения военных действий. Плацдарм, без которого российское вторжение в Украину было бы значительно усложнено. Подобную непоследовательную позицию Запада в отношении Лукашенко, на наш взгляд, можно расценивать либо как банальную близорукость, либо же как грубую халатность. Как в отношении украинского народа, против которого прямо сейчас идет жестокая война, и в значительной степени именно с территории Беларуси, так и белорусского народа, который уже 1,5 года переживает массовые репрессии, развязанные тем же режимом, который впустил в Беларусь российские войска. Исправить эту халатность Запад может только устранив огромную санкционную дыру в виде белорусского офшора. И сделать это необходимо немедленно.